Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». В 2020 сложнейшем по погодным условиям году мы были приятно удивлены новым сортом картофеля с иностранным названием «Аризона». Всего 5 килограммов посадочного картофеля дали урожай 58 килограммов. Этот голландский сорт поразил своими крупными клубнями и очень приятным вкусом настоящего картофеля из детства. С одного клубня Аризоны вырастает где-то в среднем 10 картофелин. Мелких практически не было. И это при наших условиях на нашем грунте, на суглинках. А покупали его потому, что в аннотации было сказано, что картофель Аризона устойчив к высоким температурам воздуха и почвы во время вегетации, имеет высокую устойчивость к вирусным заболеваниям. Да, у нас очень жарко, последние годы это настоящая пустыня с температурами на почве до 60 градусов. И вот это у нас и в этом году наблюдалось. Ну а устойчивость к вирусным заболеваниям – это очень важная задача стояла, и тем более в наше время, когда просто-напросто вирусы везде и всюду передаются различными вредителями. Так вот, этот картофель устойчив к возбудителю рака, к морщинистой мозаике, к золотистой картофельной цистообразующей нематоде, среднеустойчив к фитофторозу ботвы и относительно устойчив к фитофторе клубней. Вот, семена мы покупали в ноябре 2019 года. Понравилось то, что клубни хорошо хранились вот, в течение зимы и не так интенсивно прорастали, как другие сорта картофеля. Красивая форма у этого картофеля, она такая овальная, цвет кожуры светло-желтый. У нас еще был один сорт из Голландии, это Каррера, мы его и раньше испытывали, очень понравился. И вот они между собой очень похожи по форме, но цвет у Аризоны более светлый. Это, кстати, средне-ранний сорт и созревает за 70-80 дней. Особо хочу отметить устойчивость к погодным условиям. В нашем регионе, а это юг Украины и юг Одесской области, в 2019 году практически не было осадков, и запас влаги в почве к весне составлял 0%. Нам пришлось перед посадкой лунки заливать полностью водой. Затем мы в лунку ложили рыбную мясокостную муку, кормовые дрожжи и удобрения, курник из куриного помета. Ну а на дно укладывали, уже несколько лет мы это делаем, не было соломы, у нас было много бархатцев с осени, и вот такую подушечку, матрас мы устанавливали на дно. Долго стояла холодная погода, это везде была весна, очень холодная, длинная. Но вот Аризона с собратьями Каррера и Evolution, именно эти три сорта мы выращивали в 2020 году, стали прорастать, подниматься к солнышку. Установили капельное орошение, в мае уже были первые небольшие осадки, в июне более значительные осадки, но мы все время включали капельное орошение практически еженедельно, потому что шел интенсивный рост картофеля и формировались клубни. В это время любой картошке надо обязательно водичка. В июле еще было несколько дождиков и один интенсивный ливень с градом. На этом водные дары небес завершились для нашего картофеля и для нас. Мы все равно продолжали использовать капельное орошение, также провели одну обработку, подкормку, это обработка и подкормка молочным коктейлем, в котором были борная кислота, марганцовка, йод, мочевина и молоко. Кстати, об этом у нас есть специальное видео, уже несколько лет я снимаю, как я готовлю, в какой последовательности именно вот этот молочный коктейль.
Далее более подкормки специальным органическим удобрением микроминералис картофель. Это органика и очень радует качество этого удобрения. Далее обрабатывали картофель биоинсектицидом Скарада М против вредителей. Против колорадского жука, картофельной моли, других различных бабочек и мушек обработка Скарада М проводилась 3 раза. Затем уже картофель высох и не было необходимости. К концу июля стебли стали засыхать и картофель созрел. Но мы не копаем, не спешим копать в это жаркое время. В августе у нас самое-самое жаркое время, и мы высаживаем в междурядьях картофеля, бархатцы, еще когда картофель еще зеленый, и оставляем уже расти сорную траву, чтобы почва была защищена от солнечных лучей и сильного жаркого знойного солнца. Начали копать картофель с 6 сентября и по 9 сентября. В благоприятные дни для сбора урожая. Это у нас уже отработано, уже много лет. Кстати, у нас все время есть папка-плейлист для каждого месяца, в котором в плейлисте есть видео, посвященные важным агроприемам в течение месяца. Агрогороскопы очень важные, помогают многим сохранить, посадить, вырастить урожай, и хорошо все получается. Вот наши суглинки от сильных ливней сбились в груды после вот этих больших ливней, и было трудно нам доставать картофель из-под таких камней. Вот мы показываем вам, откуда мы выбирали наш картофель. Но вот этот прекрасный, чудесный урожай картофеля нас порадовал. И все сложности именно с добычей, по-другому не скажешь, добычей картошки были временным делом. Картошка очень вкусная при любом приготовлении во всех блюдах. Селекционеры Голландии создали замечательный, прекрасный столовый сорт, который подходит для выращивания в экстремальных Ставьте лайки и не забывайте мыть руки. Мы довольны, что посадили всего 5 килограммов картофеля Аризоны и получили большой урожай – 58 килограммов. В последующие годы обязательно будем выращивать и этот вкусный, высокоурожайный, среднеранний сорт с таким интересным названием Аризона. Этот уникальный сорт картофеля вырастили и сняли это видео Раиса Горяченко и Александр Волик. До новых встреч в новых видео. Всего вам доброго и крепкого всем здоровья!